Добрый день, уважаемые зрители, меня зовут Оксана, я биолог, а канал посвящен различным областям естественно-научных знаний. Мы изучаем человека с самых разных сторон, изучаем его биологию, физиологию, психологию для того, чтобы найти что-то общее и понять, объяснить наше поведение, объяснить взаимодействие между людьми и вообще то, как мы существуем в этом мире, как мы возникли и, собственно, для чего. И сегодняшняя наша тема будет посвящена расстройствам личности. И вы, конечно, можете задать резонный вопрос: зачем мне, если я не являюсь психиатром и не выставляю диагнозы, зачем мне знать о расстройствах личности? И уж тем более, зачем об этом знать зрителям? Но все дело в том, что этот вопрос является достаточно интересным, и область расстройств личности, она касается не только психиатрии, да, где выставляются диагнозы, она касается также общей психологии и касается даже эволюционной теории, эволюционной истории развития нашего вида, поскольку на сегодня бытует, скажем так, доминирует такая в научных кругах точка зрения, согласно которой человек не просто так приобретает какие-то заостренные черты личности, какие-то особенности и склонен определенным образом дезадаптироваться в обществе, а все эти черты являются частью развития нормальной личности. И вот для того, чтобы лучше понять, какие именно черты располагают к каким видам расстройств, каким типам дезадаптации, мы сегодня более подробно это обсудим. И я приглашаю вас посмотреть презентацию на эту тему. Итак, друзья, сегодня мы поговорим о том, как связаны расстройства личности с нормальной личностью или с чертами, которые в норме присущи всем людям. Такие черты на сегодня описываются такой системой, как большая пятерка. Это наиболее изученная и хорошо описанная в научном плане система, поэтому она является такой общепринятой. Ею пользуются большинство ученых, которые работают в области изучения человека, социальных, психологических наук. То есть это такой некий золотой стандарт. Ну и расстройство личности, соответственно, это нозологические категории, которые описаны в медицинских, психологических руководствах, которые помогают нам классифицировать каким-то образом расстройство, то есть некую дисгармонию в личности. И, собственно, если говорить об определениях, то наиболее такое простое, понятное определение расстройства личности создает в том, что это какой-то устойчивый паттерн поведения, который распространяется на все сферы жизни человека и мешает нормальной его адаптации в социуме, мешает нормально ему реализовать себя как личность. И, собственно, вот до того момента, когда это стало дезадаптивным, это не является расстройством, да, это является просто чертами личности, характером или акцентуацией, если немного углубляется. Вот такой вот подход феноменологический такой, он был принят в психиатрии, начинающий со времен Петра Ганушкина, который первый описал расстройство личности как так называемой конституциональной психопатии. И считалось долгое время, вот еще в DSM-4 и МКБ-10 был использован такой подход, при котором патологическая личность, так называемая, да, то есть расстроенная личность, она отличалась от других личностей, других типов и отличалась от здорового населения, да, то есть от людей, которые не имеют какого-либо расстройства характера, какой-либо вот этой вот деформации. Но на сегодня, опять-таки, на основании научных исследований, данных, изучения большого числа пациентов и просто респондентов, да, субклинической так называемой популяции, исследователи приходят к тому, что на самом деле эта граница, она очень условна и размыта. И то есть основным критерием действительно является дезадаптация. Но дезадаптация происходит по тем признакам, которые присущи всем людям. И вот сегодня мы сейчас разберемся в том, какие же именно признаки будут характерны для какого расстройства личности. Итак, для начала нужно сделать такое уточнение, оговорку о том, что расстройство личности – это достаточно ограниченное, да, число паттернов, о которых мы будем говорить, в которые не включаются еще очень много разных состояний и диагнозов. Это нужно понимать всем, кто просто интересуется психологией, психиатрией, или тем, кто, возможно, задумывается о том, что у него или у его близких есть какой-то диагноз. Мы должны понимать, что есть очень большое количество других диагнозов, других так называемых стойких
расстройств психических, которые не являются расстройствами личности. Сюда входит расстройство аутистического спектра, шизотипическое расстройство в некоторых системах, поговорим с вами, дистемическое расстройство, большая депрессия, циклотемия или же биполярное расстройство, да, посттравматические различные состояния и так далее. То есть очень много чего на самом деле, то есть это состояние, которое действительно приводит к расстройству психики, но они не являются расстройствами личности, потому что они не являются такими, вот, как мы сказали, тотальными, они наблюдаются в течение длительного времени, охватывают все сферы личности, и, в общем-то, нужно обратить внимание на то, что расстройства личности являются так называемыми эгосинтонными, то есть они не воспринимаются как проблема самим человеком, который является носителем этого состояния, то есть они не мешают человеку, пока он не столкнется с взаимодействием с другими людьми, с миром, с социумом или не попадет в какую-то ситуацию, которая ему не подходит, да. И вот только в этих случаях начинает проявляться вот эта вот дезадаптация. Только тогда человек начинает понимать, что, возможно, что-то с ним не так. Ну, это к большинству, это такой общий признак. Конечно, везде есть свои особенности, особенно то, что касается кластер России, там, где люди испытывают некоторые проблемы, хотя это не настолько выражено, как в случае с другими психическими расстройствами. Это такое небольшое уточнение, и мы идем с вами дальше. Итак, теперь немножко поговорим о большой пятерке. Я хочу, чтобы вы знали, потому что информации об этом в русскоязычном пространстве не так уже много, для того, чтобы вы имели представление о том, что такое психологическое исследование, да, и на чем базируется психология как наука. И вот большая пятерка – это такая вот демонстрация того, как может психологическое знание развиваться, на каких методах оно базируется и что в итоге мы получаем. Итак, вот я привела вам примеры двух основателей этой системы большой пятерки. Гордон Олпорт, он начал еще начал собирать материалы, да, сейчас мы поговорим, когда и каким образом, для того, чтобы основать какую-то систему, описать каким-то образом личность человека. То есть он основал ее на семантике, на языке, изучая все термины, которые описывают каким-то образом личность, каким-то образом относятся к характеру. И Раймонд Кэттл – это человек, который, собственно, завершил уже вот на современном этапе, да, формирования данной системы. Он разработал опросник Кэттла, разработал такой вот прообраз опросника большой пятерки, 16-факторный опросник. И вот, собственно, он является таким вот создателем современной вот системы описания личности. Итак, рассмотрим вкратце, очень опять-таки коротко, это просто для того, чтобы у вас было общее понимание того, как выглядит вообще вот получение этого научного знания. Итак, Гордон Олпорт, которого вы только что видели, он еще в 1938 году выписал все слова из какого-то большого, да, был британцем, англичанином, поэтому из, соответственно, британского словаря выписал все слова, которые описывали, каким-то образом относились к личности, к поведению человека, характеру. И вот таких вот слов он нашел 18 тысяч. То есть это была основа для данной системы. После чего он доработал эту систему, убрал те, которые связаны с временными характеристиками личности, да, ну то есть, скажем так, с настроением, ну или какими-то, вот, опять-таки, переходящими чертами, и у него получилось 4500 слов. То есть вот это вот стало основой для дальнейшего формирования. Дальше, 46-й год, то есть понимаете, что это достаточно давно, как раз-таки Раймонд Кэттл, которого вы тоже видели, он убрал синонимы из этого списка или обобщил, ввел какие-то дополнительные обобщающие слова, специфические, да, термины, и у него получилось всего 171 слово, то есть 171 личностная черта, которые могут охарактеризовать человека путем проведения опросов, то есть уже апробации данной методики, изучения конкретных людей в отношении носительства этих 171 признака, он пришел к тому, но опять-таки используя статистический анализ уже, кластерный анализ, это один из основных видов анализа, наряду с корреляционным, дисперсионным анализом, это вот, скажем, такой основной фактор, основной метод для проведения психологических тестов, то есть определить, в какие группы, кластеры объединяются те или иные характеристики. И у него получилось 16 кластеров. Поэтому вот отсюда этот 16-факторный опросник.
который тоже, кстати, есть в свободном доступе. Если вам интересно, можете его найти и посмотреть, проверить себя. Далее было обведено, тоже интересная была история с тем, что, собственно, для ВВС США провели для того, чтобы характеризовать, да, вести отбор персонала, провели модификацию этого опросника, повторную его апробацию и получили уже, что, то есть не к 16 кластерам можно свести эти признаки, а к 5. Ну, надо сказать, что часто происходит в психологии, да, когда повторную, то есть каждый, кто берет какой-то опросник, он проводит свое повторное исследование, то есть он повторно проводит его по статистическому анализу и проверяет, насколько данные совпали. И вот в данном случае как раз-таки впервые получилось 5 кластеров. И вот из этих 5 кластеров, видите, Пол Кост и Роберт Макре из уже Института здравоохранения США, то есть это уже, опять-таки, структура, которая имеет больше отношения уже, да, к здравоохранению, к непосредственному здоровью населения, они уже, опять-таки, модифицировали, создали опросник, который соответствовал этим кластерам, и создали первый опросник NEO, который содержал в себе 240 вопросов. И дальше он был модифицирован, и вот современные версии они включают либо 300, либо 120 вопросов. То есть посмотрите, какой огромный путь, вот, который занял там порядка 50 лет модификации. И то есть это же не только вот эти люди, да, которые тут перечислены, проводили эту апробацию, проводили это изучение. То есть это многие тысячи респондентов, это многие исследовательские группы, они вот обменивались своими результатами и пришли вот к тому, что в данный момент есть. То есть вот если вам интересно, как описать вашу личность, вы, пожалуйста, можете вот найти эти опросники, чтобы более достоверно, скажем так, потратить немного больше времени, вот NEO 300, и узнать, как, вот, как вы соотноситесь более-менее с другими людьми, да, по основным этим критериям, параметрам. Вот таким вот образом. То есть это система описания, как мы сказали, любой личности, то есть как здоровой, так и патологической. И теперь давайте пойдем дальше и посмотрим, как же это может соотноситься с расстройствами личности. Таких исследований было проведено тоже очень много. Путем корреляционного анализа сравнивали диагнозы людей, которые имеют диагноз расстройства личности, у них проводили опросы на большую пятерку и производили такие вот корреляционные исследования, да, то есть смотрели, какие факторы с какими соотносятся. Ну и вот, собственно, получилась следующая картина. Оказалось, что некоторые расстройства, они коррелируют с определенными чертами. И вот я вам хочу для сравнения просто привести то, как это сейчас выглядит в МКБ-11. В 2019 году было впервые издано новое издание, да, МКБ-11. Это международная классификация болезней 11-го пересмотра. Это документ, который издается Всемирной организацией здравоохранения, и в нем все болезни, которые известны, да, вот классифицировано в настоящий момент не только психические заболевания, но в том числе вот есть раздел по психическим заболеваниям. И туда включили уже, то есть перестали выделять отдельные расстройства личности, как мы знаем, их раньше было 10, в предыдущих изданиях их там было 12, то есть их все время немного меняли, да, модифицировали, какие-то объединяли, какие-то убирали, переносили в другие разделы, но вот сейчас пришли к такому дименсиональному, так называемому подходу, то есть такой количественный подход, который, опять-таки, рассматривает непрерывный спектр. Выделяют 3 стадии расстройства личности, то есть более легкую, такую, когда есть у нас черты одного расстройства, да, такие вот, то, что вот близко к акцентуации, выделяют вторую, ну, скажем так, среднюю стадию, да, в которой могут уже такие серьезные дезадаптивные черты, могут быть несколько расстройств смешаны, расстройств, да, или несколько паттернов, будем говорить, и выделяют сложное расстройство личности, в котором уже есть несколько составляющих, и вот
классифицируют их таким образом. Ну и, собственно, выделяют вот эти вот 5 так называемых доменов. Посмотрите, как они соотносятся. Есть факторы вот большой пятерки, сейчас как раз давайте их озвучим. Это открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, конформность, или еще это называется доброжелательность и нейротизм. И они опять-таки соотносятся. Вот негативное развитие по данным факторам, они выделены в домены в МКБ. Итак, сюда входит ананкастия или застревание, да, то есть такая вот зацикленность на чем-то, педантизм, то есть она противоположна как раз-таки фактору открытости опыту. И расторможенность, которая противопоставляется добросовестности или еще организованности. То есть, по сути, речь идет о контроле импульсов. Обособленность, которая является противоположностью экстраверсии или открытость мы не говорим, да, потому что как раз-таки экстраверсии, общительности, вот эту вот замкнутость или обособленность, которая, как мы понимаем, соотносится, да, с шизоидным спектром. Следующая – антисоциальность, которая противоположна той самой конформности или доброжелательности. И опять-таки мы понимаем тоже, какие расстройства личности сюда тяготеют из известных ранее. Следующее – это отрицательная аффективность, которая как раз-таки соотносится с фактором нейротизма. Высокий нейротизм – это и есть переживание плохих эмоций. И отдельно еще выделяется шестой фактор – это пограничный узор, пограничная личность. Ну, ее так и оставили, решили никуда не убирать, да, не включать, потому что, видимо, сильно отличается это свойство, да, этот фактор, эта личность по своей структуре отличается от всех остальных. Ну, вот такой вот на сегодня подход. И давайте теперь смотреть непосредственно, как это связано с известными нам расстройствами личности, которые мы, в свою очередь, знаем как такие формы более прогрессирующие, да, более углубленные формы психотипов или акцентуации характера. Но опять-таки, как мы знаем, мы уже обсуждали это на вчерашнем стриме, то, что в настоящий момент вот эти вот характеры, они, классификация акцентуации характера, да, она не является распространенной, тем более, когда речь идет там о западной науке и культуре, то есть там эта система не принята, да, то есть она, по сути, доказательств под собой не имеет. Но мы увидим, какие есть выходы на уже доказательную науку. Итак, давайте немного буквально остановимся на том, какие факторы могут считаться врожденными, да, которые относятся к темпераменту, потому что темперамент – это как раз-таки врожденное конституциональное свойство нашей нервной системы. Итак, к нему относится лабильность характера, депрессивность или дистемия, беспокойство, склонность в большей или меньшей степени беспокоиться, навязчивость или вот та самая ананкастия, да, которая противопоставляется рассеянности. Далее пассивность, которая противопоставляется агрессии, можно соотнести, помните, с типами А и Б. Тип А – это агрессивное реагирование, тип Б – это пассивное или подстройка. Раздражительность и открытость, ну, это такое странное, мне кажется, противопоставление, но тем не менее, мы понимаем, что в данном случае имеется в виду скорее какая-то ригидность, да, то есть такая зажатость, закрытость и застенчивость против общительности. Вот эти вот факторы относятся к темпераменту, являются врожденными, то есть, скорее всего, на основании там исследований получается так, что вот если данные факторы попадают в характеристику личности, то это опять-таки является врожденно или даже генетически зарегулированным. То есть это не то, что приходит к нам из ней при воспитании, как, знаете, была такая гипотеза в рамках психотерапевтического направления о том, что все расстройства личности формируются в качестве последствий каких-то детских травм. Ну и вот по описанию этих признаков мы видим, что это, скорее всего, все-таки врожденные признаки, и они связаны с, если есть какая-то закономерность, да, раннего развития, то, скорее всего, эти признаки просто проявляются в стрессовой ситуации. Итак, еще немного о том, как может развиться расстройство личности, вот то, о чем я говорила, какие стрессовые факторы могут быть со стороны родителей, чтобы развилось расстройство личности, а не шло развитие по нормальному пути, то есть по стабильному, компенсированному по тем вот признакам. Итак,
Первый фактор – это заброшенность. Второй фактор – это недоверие. Третий – эмоциональная депривация, да, или не показывание эмоций ребенку, когда он не понимает, что ему нужно, как ему нужно реагировать. И следующее – это привитие чувства неполноценности или стыда. Вот эти вот факторы – это те плохие травмирующие факторы социального взаимодействия, которые могут повлиять на расстройство личности. И приспособиться к этому ребенок, личность может следующими способами: избегание, конформизмом или подстройкой и сверхкомпенсацией, то есть развитие тех признаков, которые раньше у него отсутствовали врожденно. То есть такое вот волевое переломление. Такое может быть тоже часто. И как раз-таки вот механизм преодоления, он может быть связан с врожденными качествами. То есть там, где один ребенок будет, например, недоверие или какое-то чувство неполноценности будет избегать, обвинять себя, прятаться, в другом случае он разовьет сверхкомпенсацию, ну или какую-нибудь защиту типа грандиозности. Да? Мы тоже хорошо знаем, что существуют такие, или агрессию, например, какую-то ответную. Итак, пойдем дальше уже непосредственно разбирать расстройство личности. Итак, первое расстройство личности – параноидное. Параноидное расстройство, опять-таки, мы хорошо понимаем, по названию связано с паранойей, то есть подозрительностью в отношении окружающих. Итак, в данном случае повышенным фактором является нейротизм, а именно такая составляющая нейротизма, как враждебность. То есть у каждого из перечисленных 5 факторов есть еще порядка 5-7 составляющих, таких крупных основных составляющих, которые в него входят, так просто легче описывать, да, эту систему, можно, скажем, более подробно. Не просто говорить, что у нас повышен нейротизм, но и какой именно из компонентов этого нейротизма. Итак, для того, чтобы развилось параноидное расстройство личности, должен быть повышенное чувство враждебности к окружающим. Понижены следующие признаки – это экстраверсия, а именно эмоциональная теплота и коллективизм. Понижена открытость новому опыту, а именно непредсказуемость. То есть эти люди являются достаточно ригидными, и данный психотип еще в разных системах назывался застревающим. И пониженная тоже открытости опыта относится продуцирование новых идей. То есть эти люди достаточно, опять-таки, привязаны к старому, да, привязаны к тем идеям, которые уже у них существуют. Их сложно в чем-то переубедить. Это тоже свойство параноидальной личности. И такое еще свойство, как релятивизм. То есть это что такое релятивизм? Это относительность чего-то, да, понимание относительности каких-то идей, каких-то явлений. То есть, например, знаете, есть такой вот вопрос в тестах стандартных, то есть существуют определенные критерии правды, правдивости, правильности или там что-то такое. И вот как раз положительный ответ на этот вопрос, он характеризует как раз такую категоричность и низкий релятивизм личности, вот, который как раз характерен для данного расстройства. Следующий фактор – это конформность. Конформная личность, как вы понимаете, она подстраивается под окружение. И вот у параноидного расстройства личности у него снижена эта конформность, как мы дальше увидим, еще у других расстройств, так называемых плохих, да, кластера С. Итак, снижены практически все показатели конформности, такие как доверие, честность, альтруизм, уступчивость и расточительность. Ну, то есть, соответственно, противоположно, они достаточно скупы. Вот такая картина вырисовывается у нас в случае с параноидным расстройством личности. Еще раз я оставляю для вас, вы можете остановить, посмотреть это все, переосмыслить. И тут же я сразу, как всегда, привожу примеры из каких-то фильмов для того, чтобы это было более доступно. Фильмов я знаю немного, но вот из того, что я смотрела, могу вам привести, например, фильм о шахматисте Бобби Фишере. Бобби Фишер, насколько я понимаю, это действительно достаточно достоверный, да, биографический фильм о том, как свою карьеру построил Бобби Фишер. У него действительно были вот эти вот параноидные идеи. Мы не знаем, было ли это расстройство личности, но, по крайней мере, действительно ему и окружающим это доставляло большой дискомфорт. И вот в данном случае как раз-таки речь идет о том, что шахматы, игра в шахматы стала для него определенной вот компенсацией, определенным уходом, в котором он мог себя реализовать. То есть это его отвлекало, с одной стороны, от каких-то своих вот этих вот навязчивых мыслей, но с другой стороны,
как сказано, да, в самом фильме, и как, в принципе, есть такое, что какое-то сверхфиксация вот эта, которая свойственна данным людям, она может, наоборот, приводить к вот истощению, углублению в какие-то такие области знаний абстрактные, они могут, наоборот, приводить к патологизации личности, потому что теряется связь с социумом, теряется обратная вот эта вот связь, да, проверка нормальности, проверка обратной связи от социума. И еще один такой пример, Роберт Энджер, ну, на самом деле, фильм «Престиж», если вы смотрели фильм о двух конкурирующих фокусниках, да, шоуменах. Ну вот, собственно, оба героя, они на самом деле обладали некими параноидными чертами, да, потому что они между собой вот конкурировали, они подозревали друг друга в том, что они подставляют друг другу, устраивают какие-то козни, строят. Ну, на самом деле, как бы это так и было, но, по крайней мере, вот в характере этого персонажа прослеживаются такие тоже параноидные тенденции, застревание, подозрительность, зацикливание на определенных вещах, вот, и свои вот сверхценные идеи, которые, ну, и вот то, собственно, как они относились к своему делу, это тоже похоже на такую формирующуюся сверхценную идею. Итак, идем дальше. Следующее расстройство личности – шизоидное. Шизоидное расстройство, о котором мы очень много говорили на канале, но мы с вами говорили о шизоидах как представителях психотипа или акцентуации. Когда же мы говорим о расстройстве личности, посмотрите, какие особенности, и мы поймем, что вот многие из тех признаков, которые свойственны шизоидам, они развиваются далеко не в шизоидное расстройство личности, о какой поговорим позже. Итак, повышенно. Ничего, никакие черты личности не являются у этих людей заостренными, да, и это опять-таки совпадает с тем общим впечатлением, которое обычно производят шизоиды на людей. Часто они говорят, что они производят впечатление своеобразной черной дыры, да, или какой-то такой материи очень замкнутой, которая в себя затягивает все, из которой не вылетают никакие обратные эмоции, не вылетает как бы какой-то обратный ответ, который не способны отражать, да, человека. Вот часто мне в комментариях люди пишут о том, что вот их отношение, их восприятие шизоидов именно такое. И действительно, ну вот из этого, да, из этого списка мы действительно видим, что это так, что нет никакой повышенной экспрессии, нет ничего чрезмерного, нет ничего, что было бы выше, чем в среднем популяции. Хотя мы всегда должны иметь в виду, что индивидуально эти признаки могут быть развиты. Мы просто говорим, что они не являются диагностическими для данного расстройства, то есть они не являются необходимыми. В то же время пониженный признак экстраверсии, что очевидно, да, потому что как раз-таки тут у нас будет вот этот домен обособленности работать в данном случае. У нас понижена эмоциональная теплота, что не требует пояснения, коллективизм, активность и поиск стимулов. Коллективизм понятно, да, то есть отрицательное, собственно, отношение к любым группам, к группированию и так далее. Пониженная активность, это уже нам напоминает о такой отрицательной, негативной симптоматике, да, шизофрении, такая апатия, абулия. И пониженный поиск стимула. То есть эти люди не нуждаются в какой-то обогащенной среде, в стимуляции для того, чтобы поддерживать свое функционирование. Но опять-таки это связано с очень сильной глубокой интроверсией, как мы понимаем, противоположность экстраверсии – это интроверсия, да, тем, что они черпают все свои идеи, мысли какие-то в своих внутренних размышлениях, внутренних конструкторах. То есть обогащенная среда для них не обязательна. И, конечно, понижен фактор открытости опыта. Вот на это нужно обратить внимание. Открытость опыта – это такой интересный фактор, который много чего в себя включает. Он включает в себя и эмоциональное переживание, необходимость в эмоциональном опыте и в интеллектуальном. То есть этот фактор, как видите, тоже пониженная способность распознавать эмоции и непредсказуемость. То есть эти люди достаточно стабильны и предсказуемы. Ну и примеры я привела вот следующие, это все Шерлохи, да, хотя мы помним, что то есть во всех вариантах экранизации, имею в виду, хотя Шерлок называл себя там психопатом, социопатом, но
это совсем не та история, он является классическим шизоидом. Тут сюда же можно привести, он являлся прототипом, да, например, там для Доктора Хауса, я думаю, что еще для многих героев, в общем, это вот все такой классический вариант шизоидной личности, хотя у Доктора Хауса, конечно, там есть другие черты, посмотрим, может быть, еще вспомним, какие. Джефф Безос. В данном случае это основатель Амазона, да, и в данном случае я привожу только его как персонаж в одноименном фильме, который называется «Безос», да. Я не знаю, какой у него на самом деле характер, но вот там он показан как человек действительно такой сконцентрированный на своей цели, своих мыслях, холодный, отстраненный, то есть не эмпатичный, ну, в общем-то, такой достаточно неинтересный персонаж, несмотря на то, что он достиг очень больших успехов. Ну и Уэнсдей тоже. Уэнсдей хороша тем, что это утрированный персонаж, да, это персонаж такого фантастического фильма, и, в общем, все черты действительно показаны преувеличенно, вот это вот ее любовь к черному цвету, да, который черный все поглощает, и он как раз-таки подчеркивает, почему часто черным цветом показывают, подчеркивают шизоидность, как раз-таки вот по этой причине, что ничего, почему черная дыра черная, да, потому что из нее ничего не вылетает, никакой свет, никакая обратная эмоция, никакая, в общем, никакое отражение не работает. Ну, в общем, по характеру Венка это тоже можно сказать, что она действительно очень замкнутая, но в то же время у нее не эмоциональная, но в то же время у нее достаточно высокие собственные амбиции, да, и собственные интересы. Ну, тоже такая классика шизоида. Итак, следующее расстройство, шизотипическое. Казалось бы, даже по примерам оно должно быть противоположно, да, шизоидному, но в данном случае это достаточно близкие расстройства, если мы говорим об классификации, внимания, которая существует в DSM. В DSM шизоидные, а вот все эти исследования, о которых я сейчас рассказываю, которые соотносят с большой пятеркой, они построены именно на классификации по DSM, да, потому что это в основном американские исследования, и там используется в основном эта система. И вот в DSM действительно шизотипическое расстройство относится к расстройствам личности, то есть все та же самая особая там специфичность характера, да, особая деформация, но хочу обратить ваше внимание на то, что мы, то есть разговариваем, вы смотрите канал, скорее всего, на русском языке без субтитров, то есть мы с вами все находимся в русскоязычном пространстве и на нашей территории, да, в том числе и на территории Европы, работает все-таки МКБ, используется в основном для диагностики, и по МКБ шизотипическое расстройство относится к психотическим, к разделу шизофрении, психотические расстройства. Это совсем другая группа расстройств. И я вот хочу обратить ваше внимание на это, на то, что мы сейчас с вами разберем, какое на самом деле это интересное, разностороннее, да, вот вообще такое вот расстройство личности. И, наверное, каждому хотелось было бы лестно иметь такие черты. Но на самом деле хочу обратить ваше внимание на то, что вдруг вам будут ставить такой диагноз, да, или там на каком-то основании, потому что часто его ставят, когда не знают, что поставить другое. То есть, когда у человека есть какой-то сложный невроз, с этим не хотят разбираться, или когда человек сам часто требует, чтобы ему что-то поставили. И такие ситуации существуют. Вот даже на Ютубе можете посмотреть, люди прям там требуют, чтобы им что-то поставили, чтобы их от чего-то лечили. И ставят шизотипическое расстройство, хотя это расстройство психотического спектра. Во-первых, при нем назначаются серьезные препараты, антипсихотики, и во-вторых, это до некоторой степени инвалидизирующий диагноз, то есть с ним там не выдаются права, но с другой стороны, конечно, с ним вас не заберут в армию, да, или там куда-нибудь на войну, это уже другая сторона, или там даже в тюрьму, то есть тут уже нужно думать о приоритетах, но тем не менее, будьте очень внимательны в том, что в DSM это расстройство личности, в МКБ это психотическое расстройство, и поэтому не стоит легко соглашаться на этот диагноз, если нет действительно каких-то критериев, которые, ну, опять-таки, лучше посмотреть в разделе «Шизотипическое расстройство», оно связано с телесными иллюзиями, связано с переживанием псевдогаллюцинаций, со сложными такими невротическими симптомами. Вот. Но опять-таки не все то, что является неврозом,
является психозом. Поэтому в этом плане, если у вас есть какие-то сомнения, нужно быть очень внимательны, консультируйтесь с разными специалистами. Итак, возвращаемся к шизотипическому расстройству личности и разбираем, что же у него повышено. Повышен, во-первых, нейротизм. За счет чего? За счет повышенной тревожности и застенчивости. Вот здесь первое, то, что нам бросается в глаза, то, что люди эти застенчивые, скромные, то есть если у нас для шизоидов характерна холодность, шизоидное расстройство личности, то здесь у нас такая мягкость и застенчивость. И, кстати говоря, вот профессор Сэм Бакнин, если вы знаете, да, он специалист в области нарциссизма, он, в принципе, профессор психологии, поэтому знает разные разделы психологии, да, и вот он тоже описывает вот эту разницу в приеме шизоидных шизотипических пациентов, в том, что шизоид, он выглядит действительно холодным, отстраненным, дистанцированным, а шизотипик выглядит таким мягким и желающим подстроиться, то есть это достаточно такие теплые, застенчивые, робкие, такие невротичные пациенты, в отличие от шизоидов, которые не являются невротичными вот в этом именно смысле. И самое такой отличительная черта, которая характеризует как раз-таки шизотипическое расстройство личности, это открытость новому опыту. И у них очень проявлено, то есть практически на первом месте вот этот фактор, когда их описывают где-то в массовой культуре, это склонность к фантазированию, продуцированию идей. И вот здесь мы должны сказать о том, что вот этот признак открытости новому опыту, он является не таким однозначным и положительным, как нам кажется, потому что действительно туда входит, как я уже сказала, интеллектуальная и эмоциональная открытость, склонность к переменам, интерес, такая некоторая психическая динамичность. И вот этот фактор в разных исследованиях, его часто соотносят с психотизмом. Далеко надо сказать, что не все исследователи отделяют эту точку зрения, но тем не менее вполне существуют публикации и исследователи, которые разделяют ту точку зрения, что открытость опыту, она напрямую соотносится с психотизмом. И теперь вы понимаете, да, почему шизотипическое расстройство личности, оно относится к психотическим расстройствам. Вот, то есть такие какие-то связи, корреляции, они наблюдаются. Но опять-таки за счет чего? За счет того, что при психотизме личность тоже является очень динамичной, переменчивой, склонной к крайностям. И вот опять-таки те самые идеи, да, вот, которые выглядят как фантазии, могут превращаться в навязчивые идеи и могут, скажем так, трансформироваться, ну, в галлюцинации, ну, скажем так, не просто так трансформироваться сами себе, а при развитии какого-то патологического психического процесса, зачастую органического, потому что все-таки, когда мы говорим о шизотипическом расстройстве, это органическое, психоорганическое расстройство, то есть в основе лежит нарушение мозговой, ну, скажем, в мозговом субстрате, да, в обмене медиаторов в частности. Итак, понижено. Что же понижено при шизотипическом расстройстве? Шиза это экстраверсия. И эмоциональная в составе экстраверсии это эмоциональная теплота и положительные эмоции. То есть склонность, опять-таки, мы скажем, к дистемии, такой более, даже не к дистемии, смотрите, а снижение положительных эмоций, это не значит преобладание отрицательных, да? Это просто более уплощенная эмоциональность. Вот то, что описывается как эмоциональная уплощенность у шизоидов, и одновременно снижение теплоты, это как раз-таки вот свойство шизотипического расстройства личности. И второй фактор пониженный – это добросовестность. Добросовестность или же именно конкретно снижение стремления к порядку. Другие факторы добросовестности, такие как, допустим, ответственность, исполнительность, то есть перед другими людьми эти люди могут быть достаточно ответственными, да, но сами по себе у них нет внутреннего стремления к порядку. И вот эта вот хаотичность, которая описывается для шизоида, вот этот вот вечный бардак, да, который у них творится везде, или такой порядок, который понятен только им, это тоже свойство шизотипического расстройства личности. Кто может служить иллюстрацией? Ну, во-первых, у Джокера практически тоже во всех экранизациях, во всех проявлениях, то есть вот это эксцентричность. Эксцентричность является тоже одним из признаков шизотипического расстройства личности. Эксцентричность, эмоциональная уплощенность, да, то есть вот это вот все. Почему Джокер, почему как бы шут, да, и у него вот эта вот улыбка его является визитной карточкой, и вот у шизотипиков наблюдается вот такая вот
контрастность, то есть нет вот этих вот эмоциональных переходов, нет богатой эмоциональности, нет полутонов, но есть эмоциональная воплощенность, которая вдруг может сменяться такой крайней степенью радости, да, какой-то эйфории, ликования, ну вот какие там, вы знаете, высокие по градусам эмоции, да, связанные с радостью. Итак, следующий персонаж Полумный Лав. Вот это персонаж Гарри Поттера. Я много уделяла внимание, да, анализу персонажей Гарри Поттера. И вот Полумна, она идеально попадает в этот персонаж, в этот типаж, да. Видно, что уплощенная эмоциональность. Я бы не сказала, что у нее отсутствует полностью эмоциональная теплота, но вот как раз в некотором таком не крайнем, да, не клиническом случае вот как раз бывает такая вот легкая вот эта вот такая какая-то эмоциональность, такая приглушенная. Опять-таки, фантазирование, открытость новому опыту, вот это продуцирование идей, это мы видим в том, в общем-то, фантастическом мире, который видит Полумна, который не видят все другие. Ну, опять-таки, Полумна тоже несколько неоднозначное, да, такое вот имя, которое напоминает нам какую-то аллюзию на такое нарицательное, да, связанное с как-то эксцентричностью и необычностью. Ну, в общем, да, это персонаж, который полностью вот соответствует, отражает эту особенность. Она действительно была достаточно тревожная, застенчивая, закрытая, и, в общем, вот друзей у нее было немного, и вот она полностью, да, как даже для волшебника, да, в школе волшебника, она была такая слишком уж фантастическая. И Вилли Вонка, это персонаж фильма «Чарли и шоколадная фабрика», да, как раз вот основатель фабрики, которого сыграл Джонни Депп. Ну, тоже классический персонаж, тут говорить ничего не нужно, то есть увлеченный своим делом, яркий, эксцентричный, в общем, построивший такую вот, опять-таки, эту вот империю, да, шоколадную, которая действительно является очень оригинальной в своем роде. Вот такой вот образ шизотипического расстройства. Думаю, вы сложили о нем такую вот картину. Опять-таки, я сказала вам все комментарии, которые должны нас и похожие на шизотипическое истерическое расстройство личности. То есть в чем разница? Разница в первую очередь будет лежать в области эмоциональности. Ну, давайте пойдем последовательно, да, с разбора. Повышен нейротизм, но не тот нейротизм, который был у нас у шизотипиков, то есть застенчивость, да, замкнутость, а наоборот импульсивность, то есть склонность к каким-то резким, эксцентричным, неожиданным поступкам. Эмоциональная импульсивность имеется в виду экстраверсия повышена. Если у нас у шизотипиков была пониженная экстраверсия, да, то есть это очевидно шизоидная группа шизоидного спектра, интровертный тип, то здесь стероиды у нас являются одними из самых ярких, самых высоких, да, по степени проявленности экстраверта. Она проявляется в коллективистичности, активности и поиске возбуждающих стимулов. Почему для экстравертов важны возбуждающие стимулы? Потому что они полностью находят, фокус их внимания направлен на окружающий мир. Если у шизоида, наоборот, фокус направлен внутрь, ему не нужны никакие стимулы, он сам найдет для себя всегда чем заняться, то для стероидов очень важна вот эта вот смена обстановки и еще в каком плане, что является возбуждающим стимулом, это внимание, да, то есть это потребность во внимании, которая как раз-таки характеризует вот данные типы и данные расстройства личности. И следующий повышенный фактор – это открытость опыту. Вот два типа, которые у нас этим и похожи, что они открыты опыту. То есть это вот такие самые, ну, скажем так, креативные типы. Но открытость опыту здесь немножко другая. Если помним, что там у нас было фантазирование, да, генерирование идей, то здесь у нас тоже есть фантазирование, распознание эмоций и непредсказуемость. То есть опять-таки вот эта вот спонтанность и больше эмоциональная, открытость эмоциональному опыту. То есть это, если там мы сказали, что это больше интеллектуальное творчество, то здесь это больше такое, сказать,
художественное, да, какое-то, связанное с выражением эмоций творчества. И понижена здесь добросовестность. Добросовестность в плане самодисциплины и обдуманности. Помним, там у нас в шизотипическом расстройстве у нас была упорядоченность, да, понижена, то есть стремление к порядку. То здесь это самодисциплина и обдуманность. То есть это люди такие не слишком требовательные к себе, не слишком о чем-то задумывающиеся, да, вот, то есть они достаточно спонтанны. Вот из всего этого у нас какая вырисовывается картина: спонтанность, эмоциональность, ориентация на внешние контакты, вот такой вот этот тип личности. И примеры. Собственно, я привела реального персонажа, это Айрис Апфель, да, это женщина, которая вот, ну, она, собственно, известна благодаря своему внешнему виду. Внешнему виду она украшает себя, она достаточно, наверное, уже около 90 лет, да, она создает для себя необычные креативные образы, создает образы интерьеров, в которых опять-таки фотографируется именно вот это вот своей демонстративностью, она известна. Ну, не очень знаю ее как личность, честно говоря, не могу сказать, не относится ли она к шизотипическому расстройству, но, по крайней мере, вот это вот истероидная, истерическая, она демонстрирует очень хорошо. Я знаю также, что она фотографируется и там демонстрирует это все с подругами, то есть, видимо, какой-то круг общения у нее есть, ну, учитывая ее вот уже уважаемый возраст, все-таки она, видимо, находится в полной гармонии с собой, да, и с окружающим. Харли Квинн. Харли Квинн как раз-таки подруга Джокера. Джокер у нас, скорее всего, как раз-таки все-таки шизотипик, да, такой углубленный в внутренний мир. Ну, по поводу Харли Квинн тоже были сомнения в том, что у нее может быть шизофрения, но все-таки она очень напоминает демонстративную личность, и как раз-таки вот были моменты, да, в Джокере, там, где было показано о том, что она тяготеет как раз-таки к семье, к межличностному общению, какой-то теплоте, то есть вот это вот ее дерзость, вот это вот ее демонстративность, она действительно является такой вот напускной, да, и, в общем, такой предназначенной для контакта с окружающим миром. Хотя, в общем-то, межличностные отношения она тоже довольно неплохо устанавливает. Она не является ни в коем случае там интровертом, каким-то замкнутым, каким-то застенчивым и так далее. То есть, ну, тут вполне хорошо оно ложится в истероидное, истерическое это расстройство. И Руби Роуд, если помните, это классический пример такого шоумена, да, истероида из «Пятого элемента», его всегда приводят, ну, тут тоже комментарий излишний, то есть он там ведущий всех шоу, постоянно как яркие костюмы, внешность и, в общем, привлечение внимания, ну, вообще работа шоумена успешного, да, потому что так себе шоумены, это, опять-таки, залог этого, это наличие хорошего такого истероидного компонента в личности. Ну, вот в данном случае, то, как это демонстрируется в фильмах, то это, конечно, уровень расстройства личности. Итак, дальше переходим. Мы переходим постепенно, видите, как у нас идет вот это вот повествование, да, у нас идут вот эти вот герои по мере похожести расстройств друг на друга, да, то есть там, где можно, есть грань какая-то, где можно следующее нарциссическое расстройство. Опять-таки, связано, похоже, часто путают с стероидным. И действительно, некоторые люди, ну, скажем, мы вообще говорим о том, что коморбидность всего высокая, ну, нарциссическое расстройство, оно, конечно, коморбидно с демонстративными чертами. В чем отличие? Повышенное. Повышенный нейротизм тоже виден, да? Все три, вот даже предыдущих расстройств у нас повышен нейротизм, но в каком плане? Все совершенно в разном смысле. Тут у нас повышенная враждебность. Враждебность, то есть такое конфликтное, да, такое оппозиционное отношение ко всем, практически ко всему миру. Это такая позиция «я окей, вы не окей, мир не окей», да, поэтому вот вокруг этого строится, собственно, эгоцентрическая позиция. И следующее повышенное качество, повышенный фактор – это открытость опыту. В какой области? В области непредсказуемости. То есть эти люди действительно могут быть достаточно спонтанными. Я думаю, что все, кто сталкивались в своей жизни с нарциссическими людьми, они действительно знают, что можно от них ожидать каких-то совершенно в неожиданный момент, неожиданных поступков. Обычно это в негативном смысле, да, то есть вот это вот ключевые эти показатели – это высокая враждебность и непредсказуемость. Они делают этих людей
столько неприятными и опасными для окружающих. Именно в случае расстройства личности мы говорим о том, что мы говорим не об отдельных чертах, да, личности, а о патологическом заострении, о том, когда эти черты уже достигают высокого уровня пониженных. Тоже нейротизм, но в другом смысле застенчивости. То есть это если какой-то человек скромный, скрытый, это не нарцисс, не грандиозный нарцисс. Тема со скрытыми нарциссами, она отдельная, и здесь мы не будем ее затрагивать. Мы говорим сейчас о классическом примере грандиозного нарцисса, потому что когда мы говорим о скрытом нарциссе, там идет, скорее всего, сочетание черт, как вы понимаете, и там будет сочетание черт нарциссического и зависимого расстройства личности. Но мы об этом сейчас не говорим. Итак, экстраверсия, эмоциональная теплота понижена. Ну, это то, что хорошо всем известно. С эмоциональной теплотой у нас связана в том числе и эмпатия, которая тут опять-таки низком уровне. То есть нарцисс не будет выглядеть теплым даже снаружи. Он не будет даже показывать этого. Хотя вот, например, стероид может вполне демонстрировать вот эту вот эмоциональную некоторую теплоту, расположенность, слащавость. Такой нарцисс, он холоден, как снаружи, так и внутри. Открытость опыту, низкое распознание эмоций. Опять-таки связано с эмпатией. Мы говорили, что эмпатия – это как раз-таки свойство отражать эмоции другого непосредственно без когнитивного опосредования. Здесь она снижена. И заметьте то, что распознание эмоций, оно тоже относится к фактору открытости опыту. Следующее. Конформность. Конформность или доброжелательность. Стоит ли об этом говорить, что действительно доброжелательность у людей с НРЛ находится на очень низком уровне, и практически все факторы доброжелательности у них понижены. Это доверие, честность, альтруизм, уступчивость, скромность и расточительность. То есть они достаточно экономные, они не транжиры. Вот. Все факторы понижены. Вот таким вот образом у нас вырисовывается образ человека, которого наилучшим образом характеризуют следующие персонажи. Это Винсан Кассель, да, или Кассель, как Винсан, в общем, что-то у меня застревание какое-то пошло, в роли Джорджа в фильме «Мой король». Вот, если хотите посмотреть так, классику нарциссического расстройства личности, пожалуйста, смотрите данный фильм. Миранда Присли в фильме «Дьявол носит Прада», как раз-таки иллюстрация женского варианта, потому что традиционно считается, ну и в принципе частота НРЛ чаще выше у мужчин, да, чаще, по крайней мере, диагностируются, они реже компенсированы. Возможно, потому что частично совпадает с такой мужской как бы гендерной ролью, и мужчины предпочитают не скрывать, не компенсировать эти черты. Возможно, гормональный фон играет свою роль, потому что у женщин все-таки гормональный фон, он способствует и развитию альтруизма, и такой эмоциональной теплоты, и вот всему такому. Тем не менее, вот такие персонажи, как Миранда Присли, тоже существуют. Ну и Патрик Бейтман. Мы знаем, что его знают, да, его называют как американский психопат, это такое нарицательное, но на самом деле наилучшим образом в фильме раскрыты именно его нарциссические черты. Нарциссические черты, связанные как раз-таки с вот этой вот соревновательностью, конкурентностью, завистью, вот, в общем, вот это вот все, ну и агрессией, конечно, пониженная конформность и повышенная агрессивность, которая ведет, по большому счету, в фильме нам так и не понятно. И в фильме, в книге нам не ясно, совершал ли Патрик действительно все эти преступления. И вот если рассматривать это с той позиции, как официально, да, как это показано в фильме, то мы можем предположить, что это была всего лишь его грандиозная фантазия. Для нарциссов по диагностическим критериям как раз-таки свойственна фантазия о всемогуществе, о силе, грандиозности, ну и так далее, всемогуществе, богатстве неограниченном и так далее. И вот мы можем сказать, что это его фантазия, такая грандиозная фантазия о силе, контроле, ну, то есть что может быть лучшим проявлением, да, чем способность безнаказанно убивать. Вот такое расстройство. Переходим к следующему. Антисоциальное расстройство. Похоже на нарциссическое, конечно, коморбидно. Есть видео, где мы говорим конкретно о связи нарциссизма и психопатии. Посмотрите его, если вы не смотрели. И в случае с антисоциальным расстройством у нас повышен нейротизм,
В каком плане? Это не застенчивость, конечно, не стеснительность, не скрытность, а это враждебность и импульсивность. Ну, само по себе антисоциальное поведение, оно в этом проявляется. Экстраверсия. Повышенная настойчивость, активность и поиск стимулов. Поиск стимулов тоже является одним из таких характерных, да, который одним из таких ключевых в списке психопатических черт. Ну, то же самое касается настойчивости и активности, то действительно это люди достаточно экспансивные, поэтому они настолько заметны, и поэтому они часто благодаря этому попадают либо в власть, либо в места заключения, и открытость новому опыту у них также достаточно высокая в плане непредсказуемости. То есть это вот как и в случае с нарциссизмом, действительно можно от человека ожидать. Почему? Опять-таки потому, что идет ориентация на собственные цели и мотивы, да, то есть не на интересы окружающих, поэтому, собственно, какие там у него интересы возникли, какая необходимость вот в отстаивании своих интересов, так он себя и поведет. В общем-то, с вами это никак не связано, то есть вы на это не можете повлиять. И пониженное. Свойства, которые понижены у них, это не расизм. В каком смысле? В смысле тревожности, застенчивости и ранимости. То есть эти люди, действительно, мы говорили, что первичные психопаты, они вообще не имеют никаких эмоций. У вторичных психопатов, у них, ну, опять-таки, социопатов, которые чаще всего попадают как раз под категорию, да, получают диагноз АСР, у них как раз-таки понижено вот это вот весь вот этот вот спектр, связанный со страхом, тревожностью, в общем, его сложно задеть, как-то обидеть. То есть это достаточно такой устойчивый, достаточно адаптивный человек. Пониженная комфортность, очевидно, все практически составляющие комфортности или добросовестности. Доверие, честность, альтруизм, уступчивость, скромность, расточительность. Все понижено. И понижена добросовестность. Тут не добросовестность, а здесь нужно было написать доброжелательность, да? Нет, как раз конформизм это у нас доброжелательность. Ага, здесь правильно все. Добросовестность пониженная самодисциплина и обдуманность. То есть это люди, которые не сдерживают себя. И именно благодаря тому, что они себя не сдерживают, да, они часто и получают свой диагноз и попадают в, опять-таки, какие-нибудь связанные с нарушением закона истории. Примеры. Ну вот высокофункциональный человек с антисоциальным расстройством личности, скорее всего, первичный психопат, это Джордан Белфорд, да, это фильм «Волк с Уолл-стрит», показано в роли, то есть Леонардо Ди Каприо в его роли, он показывает как раз-таки развитие, вот это вот формирование человека, у которого изначально были такие задатки, то есть что-то где-то пойти против закона, пойти против системы, и когда он попадает в систему, которая этому способствует, да, он действительно достигает очень большого успеха. Вот так вот психопат, у которого есть какой-то, ну, скажем, какой-то сдерживающий фактор, да, который попадает в хорошую систему, он, в общем, достигает достаточно высокого уровня. Много раз говорили на канале о том, что примеры политиков, руководителей крупного звена, они часто подтверждают это вот всех американских президентов, большинства, по крайней мере, по заключению экспертов, это не только наше мнение, да, они действительно вот все являются психопатами. Антон Чигур, фильм «Старикам здесь не место», да, называется, опять-таки. Вот в этом фильме, опять-таки, показана вот классика человека, который обладает минимальной тревожностью, застенчивостью и ранимостью, то есть, да, очень высокое хладнокровие, нет абсолютно никакой жалости, никаких эмоций, он просто выполняет свою работу, действует спонтанно, убивает всех на своем пути, да, кто мешают достижению его целей, да, вот поставленных. Вот такой человек. И женский вариант – это Лиса Роу в как это, Анджелина Джоли в роли Лисы, да, в фильме «Прерванная жизнь», еще будем его вспоминать, когда она играет такую, в общем, очень развязанную, зависимую девушку, которая попала в клинику, да, которая там постоянно сбегает, постоянно лечится, опять туда попадает, в общем, нарушает общественный порядок, подстрекает других, то есть хорошие лидерские, на самом деле, способности обычно этих людей, потому что они достаточно харизматичны, открыты. Вот хорошо показанный этот персонаж в
раз-таки женском обличии. Итак, двигаемся. Расстройство личности – это эмоционально неустойчивое расстройство личности. Это то расстройство личности, которое как раз-таки поглотило в себя знаменитое пограничное расстройство личности, но не только его. Эмоционально неустойчивое расстройство имеет несколько видов. Это агрессивный тип, пограничный тип и взрывной. Взрывной, взрывчатый, да. То есть понимаете, что разные оттенки. Если агрессивный тип, то он характеризуется как раз-таки повышенным таким антагонистичным поведением. Пограничный тип это колебания в эмоциях, в привязанностях, ненадежная такая вот привязанность, да, попытка избежать роли быть покинутым, вот, то есть эмоциональная крайняя лабильность. Ну и взрывной тип тоже понятно, чем характеризуется вспышками. Это вот то, что вы называли эпилептоидным таким свойством, да, то есть склонность копить гнев и взрываться. То есть очень вот эти вот неожиданные вспышки, explosion, да, то, что называлось, эксплозивный тип психопата, вот это вот как раз находит отражение во взрывном типе неустойчивого расстройства. Что у них повышено? Повышено у них нейротизм. В каких областях? Смотрите, враждебность, тревожность, депрессивность, импульсивность, ранимость. Практически все характеристики нейротизма, то есть негативной аффективности. Нейротизм – это у нас отрицательная способность переживать негативные эмоции. Это все им присуще. Это основная такая, это ядро данного типа, отрицательная эмоциональность. И открытость опыту вообще, вот как мы говорили, да, открытость опыта, такая грань с психотизмом, то есть крайне вот эта вот эмоциональность, неустойчивость, нестабильностью психики, пограничностью, потому сюда пограничное расстройство. И открытость опыту у них повышена в какой области? Распознание эмоций и непредсказуемость. Ну, непредсказуемость очевидно, да, потому что ориентация не на рациональной, а на такой эмоциональный компонент. И способность к распознанию эмоций тоже у них очень высокая. Но опять-таки, потому что люди эмоциональные, то есть там лимбическая система, да, как мы сказали, она у них накручена на полную, ну и вот поэтому и есть вот разные варианты из фильмов, которые я вот подобрала для иллюстрации. Ну вот смотрите, Энакин Скайуокер, да, Дарт Вейдер, который позже стал, характеризует его тоже как принадлежащему к данному расстройству. Он испытывал довольно сильную любовную привязанность. У него, опять-таки, такая некоторая смысла переходящая граница, да, фанатичная любовная привязанность. Ну и опять-таки переход на сторону зла, да, воинственное поведение, ну, то есть можно, в принципе, сюда отнести. Очень хороший пример – это Тайлер Дёрден из бойцовского клуба. И что вот это прям архетипичный пример. Насколько вы помните, те, кто смотрел фильм, этот актер, он выполняет роль альтер-эго главного героя, у которого даже нет имени, да, то есть это такой невротичный, можно было бы сказать, человек, то есть человек, крайне подавляющий все свои эмоции, то есть живущий за счет, ну, скажем так, внешнего давления, да, которого, какого-то созданного внешнего графика, то есть полностью подавляющий свою личность. И вот как раз-таки тень данного человека проявляется в виде такого вот эмоционального, склочного человека. По большому счету у Тайлера у него есть черты разных расстройств личности. Конечно, у него есть антисоциальные черты, да, в связи с его поведением. Вот эти вот лидерские, нарциссичные отчасти, да, потому что вот, ну, даже нет, даже давайте скажем, что вот антисоциальный явно есть, лидерские его способности, потому что он, собственно, организовал клуб, отрицательная его вот эта вот эмоциональность, да, которая, собственно, заставляет его выплескивать это все в драке. И что еще? И он является достаточно необычным, эксцентричным персонажем. То есть вот этот эксцентризм, который свойственен, в принципе, шизотипическому расстройству, он тут тоже может иметь место. Ну, единственное, что он, конечно, не является никаким там застенчивым, стеснительным, скромным, поэтому, скорее всего, нет все-таки. Ну, по крайней мере, вот то, что можно сказать об антисоциальности, эмоциональной неустойчивости, истероидности, истеричности некоторые, это все к нему относится. Поэтому такой идеальный, концентрированный, такой архетипичный персонаж, да. Клементина, вечное сияние чистого разума.
интересный фильм и как раз интересный персонаж тем, что действительно, с одной стороны, каждый узнает, может узнать, да, в ней себя, потому что это вот какие-то чувства, глубокие чувства, вот, которые она переживает, привязанность, вот это вот как будто бы любовь и такое контрзависимое поведение, да, у нее колебания, вот это вот между привязанностью и отталкиванием, неуверенная, то, что называется неуверенная, вот, тревожная привязанность. В общем, можно ее вполне отнести к пограничному расстройству личности. Она, в общем-то, достаточно, скажем так, плохо относится к себе, да, то есть винит себя в каких-то вещах, то есть у нее такой вот есть внутренний конфликт. И, в общем, это все действительно из-за параид. Плюс ее яркий внешний вид, она себя таким вот образом выражает. Тоже все свидетельствует в пользу данного. И еще один тоже вспоминаем опять фильм «Прерванная жизнь», там, где играла Джоли, да, и вот главная, собственно, она была не основным персонажем, а вот главной героиней как раз-таки была Сюзанна, у которой как раз-таки вот все признаки ПРЛ, да, связаны с самообвинением, самоповреждением, конфликтом в области межличностных отношений. Так что вот тоже еще один такой персонаж, пожалуйста. Итак, друзья, двигаемся дальше. Зависимое расстройство личности. Теперь мы уже скорее переходим к противоположностям, да, к противоположному полюсу. Это расстройства, которые были в DSM, отнесены к кластеру C, то есть такие тревожные и какие-то ну, вот, зависимые, да, расстройства. То есть это те расстройства, в которых человек скорее страдает сам, испытывает субъективное страдание, нежели доставляет проблемы окружающих, как это было в случае со всем кластером B. Итак, зависимое расстройство личности. Посмотрите, вот насколько это на самом деле приятные люди, да, вот казалось бы, повышенные черты нейротизма в каких аспектах? В аспекте тревожности, застенчивости и ранимости. То есть это такие, мы бы сказали, люди с меланхолическим темпераментом, да, если вот вспомнить о классификации нашей павловской. Еще у них повышенная экстраверсия, казалось бы, то есть это не замкнутые, да, не ориентированы на себя люди, а это люди ориентированы на других, на другого, на потребности другого человека. Отсюда именно зависимость. И повышена у них эмоциональная теплота. То есть люди действительно такие вот достаточно приятные на первый взгляд. Эта теплота у них внешне проявляется, да, не только там внутри. И повышенная, конечно, комфортность. Вот этот вот фактор, который характеризует в первую очередь зависимое расстройство личности. Практически все показатели комфортности или доброжелательности, они у них проявлены. Это доверие, альтруизм, уступчивость, скромность и расточительность. Опять-таки, это вот характеризует такого, знаете, классического героя, да, фильма, такого, как их демонстрируют, особенно вот то, что показывали идеал в советских фильмов, да, такого человека, который вот альтруистичен, способен пожертвовать. Если вот помните Настенька в фильме «Морозко», вот, которая говорила, что ей всего хватает, ей все хорошо, которая не хотела там подводить своего батюшку, то есть это такая вот скромная, альтруистичная женщина. Если говорить о зависимом расстройстве личности, то его давайте сразу скажем, что тут понижено. В данном случае это экстраверсия, а именно настойчивость в рамках экстраверсии. То есть это люди действительно не настойчивые, не пробивные, но это понятно, потому что они ориентированы на подстройку под другого. Поэтому о какой настойчивости речь? Наоборот, у них, соответственно, развита уступчивость, да, если говорить о противоположности настойчивости. Итак, это люди, которые полностью ориентированы на другого. Казалось бы, хорошо, да, многие мужчины хотели бы иметь такую женщину рядом с собой, да, вот где-то там с одной стороны иметь истероид, но с другой стороны иметь зависимую женщину дома. Но в чем, в общем-то, в чем недостаток данного типа, да, который субъективно, который доставляет им субъективные переживания? Они действительно подстраиваются, они действительно зависят эмоционально, но они зависят не только эмоционально, но и физически начинают, да, в связи с вот этой вот своей комфортностью, приспосабливаемостью, они теряют способность, в принципе, к автономному существованию. И вот
то, что характеризует зависимое расстройство личности с такой феноменологической точки зрения, это отсутствие самостоятельности и автономности. То есть это такой архетип ребенка, который нуждается в внешней, как психологической, так и физической поддержке. Хотя он, опять-таки, может, если быть в рамках своего дома, своей территории, он может себя отдавать, то есть, наоборот, служить другому. То есть он не может существовать сам автономно в окружающем в таком агрессивном мире, но в своей системе он, наоборот, подстраивается. И это классический вариант жертвы абьюза. То есть вот те женщины, девушки, которые там обычно являются жертвами, да, вот абьюзивного отношения, это вот как раз-таки зависимое расстройство личности. Поэтому, кстати говоря, это можно соотнести, например, с тем же окситоциновым типом по Хелен Фишер, да, такая способность подстраиваться, договариваться, дипломатичность. Поэтому вот если кто-то любит заниматься victim-blaming, да, говорить о том, что там они сами виноваты, они получают вторичные выгоды, ну, все люди, в принципе, получают какие-то выгоды, естественно, ну, то есть, как видим, то эти люди действительно обладают достаточно высокими показателями такой вот добросовестности, то есть это люди доброжелательно просоциально настроенные в своей основе представители. Вот, говоря об абьюзе, давайте, наверное, начнем с Тони, которая выполняла роль жены, да, или женщины Винсана Касселя как раз-таки в фильме «Мой король». Она вот демонстрирует как раз-таки всем своим поведением то, что несмотря, что до встречи с этим вот Джорджо она была достаточно самодостаточной, самостоятельной женщиной, якобы, но не такой неудачной, неуспешной в плане личной жизни. У нее была явно там проблема с оценкой, да, своих возможностей в социальном окружении, с оценкой своего там потенциала нравится мужчинам, и вот как раз-таки на это упала на благодатную почву вот этого вот нарциссизма. И, в общем, она действительно стала полностью им угнетаемой. Можно заметить то, как он ее обесценивает в своего фильма, как он ее, ну, скажем так, использует прям-таки, да, ну, каким-то образом вот эксплуатирует действительно, вот, то есть она вот рожает ему ребенка, в общем, и все это вот ну, под таким вот некоторым, по крайней мере, моральным гнетом. Это вот как раз-таки то, что можно называть вот таким абьюзом, да, каким-то не тем, когда там физическим, когда он ее бьет там как-то или что-то там ее лишает всего, но когда он просто использует ее как ресурс для самоутверждения, что и делает нарциссы. Следующий классический персонаж Ольга Семеновна из фильма, который называется «Душечка», да, он одноименный с рассказом Чехова, как раз-таки по сюжету, который он поставлен. И это вот как раз-таки тоже такая хорошая, такая вот теплая женщина, которая угождает всем, она угождает своему отцу, да, там батеньке, она угождает всем своим мужьям, она постоянно, потому что эти люди не могут быть сами, для них это очень сложно, они постоянно из одних отношений переходят в другие. И вот как только у нее случается какая-то беда, да, или куда-то там исчезает ее муж, она выходит замуж в следующий раз. 5 раз, по-моему, она была замужем, и каждый раз она подстраивается под своего мужа, разделяет его интересы, она вот как бы выстраивает себе новую личность. Классика вот как раз-таки зависимого расстройства. И мужской персонаж для того, чтобы немного разбавить, посмотреть, как это выглядит. Это отец Золушки, тоже опять-таки я взяла из старого фильма, да, пример. Ну, я думаю, что какие бы ни были экранизации, то есть сам персонаж, он действительно выстроен по данному плану. Зависимость от своей сильной авторитарной партнерши. Ради этого он жертвует дочерью, которую он действительно искренне любит. Я слышала вариант о том, что его самого описывают как нарцисса, но это, собственно, не соответствует. Ну, сразу видно, да, что человек не разбирается вот по... Ну, это элементарные критерии мы с вами посмотрели, то есть черты действительно зависимого расстройства личности. Могут быть, конечно, какие-то вторичные выгоды, ну, мы говорим, что каждый человек для себя всегда, то есть мы всегда адаптируемся, и как бы там ни было, мы ведем себя так, как нам комфортно, так, как это соответствует нашим потребностям. Просто иерархия потребностей у каждого своя. И в данном случае для отца Золушки в его иерархии потребностей, то есть услужить, да, вот это вот его авторитарной жене было выше, чем пожертвовать
собственной дочери. Ну, как к дочери он относится, в общем-то, к какому-то объекту своей любви, то есть он ее действительно любит, он к ней с жалостью относится. То есть он, по сути, это воспринимает как жертву собой, ну, вот дочь это его, как бы, да, какая-то часть, но он ведет себя таким образом. Мы как бы его, конечно, не оправдываем, но тем не менее. Вот пример того, как может проявиться это расстройство в каких-то около бытовых жизненных ситуациях. Вот, друзья, я решила больше на этом, вот еще ННК-стные давайте разберем. То есть на тревожных расстройствах мы не будем, тревожных, депрессивных не будем останавливаться. Понятно, да, какие там признаки тоже будут. Они будут близки, в принципе, к зависимому, но единственное, что там повышенный либо депрессивный, либо тревожный компонент. Но в отличие от просто большой депрессии, там какого-то депрессивного эпизода, либо генерализованного тревожного расстройства, эти состояния будут эгосинтонны. То есть человек как будто бы всего боится, либо все время находится в подавленном настроении, но он воспринимает, что мир таков, и надо с этим смириться. Ну вот ананкастное расстройство, давайте немножечко подробнее с вами разберем. Ананкастия, да, все время возникает вопрос, как с ударениями можете написать, не помню. Так вот, ананкастное расстройство – это расстройство, которое характеризуется педантизмом, ритуалами и зацикливанием на каких-то моментах. В данном случае у нас будет повышен нейротизм в области тревожности, потому что тревожность является источником этих всех ритуалов, и они являются как раз-таки призваны удовлетворить эту, успокоить эту тревогу. Да? Осознанность действий, да, это вот у нас будет такой показатель еще как осознанность или добросовестность, она у них тоже повышена. Это очень ответственный, педантичный, вот педантизм является их свойством. И у них повышенная выше нормы организованность, послушность, целеустремленность, самодисциплина и обдуманность. Все компоненты вот этой вот добросовестности, они характерны для анкастного расстройства. То есть смотрите, мы рассматриваем с вами два расстройства. Одно из них было зависимое, там у нас по доброжелательности было на максимум, да, накручены все показатели. Здесь у нас по добросовестности. То есть это ответственный, дисциплинированный человек, то есть на которого, по сути, можно положиться, да, в некотором смысле, если бы это не было так заострено и не было бы в ущерб другим факторам. Повышенная вот эта вот дисциплина, она может приводить, соответственно, к негибкости, посмотрим об этом дальше. Повышенная обдуманность приводит к умственной жвачке, застреванию на определенных моментах, мыслях, действиях, то есть это те самые вот ритуалы, да, и, соответственно, понижена импульсивность, потому что, как мы говорим, все подчинено волевому сознательному контролю. Пониженная экстраверсия в области поиска стимулов, то есть это не те люди, которые ведутся на, опять-таки, какие-то изменения, да, в окружающей среде, какие-то стимулы. Достаточно ригидные, тоже данный тип назывался ригидным в других классификациях. Пониженная открытость опыта, ну, очевидно, практически все составляющие открытости опыт, такие как способность к распознанию эмоций, непредсказуемость, способность генерации новых идей и к пониманию относительности, правила норм, то есть релятивизм, они все понижены. Почему это так? Очевидно, опять-таки, из вот этой вот склонности зацикливаться на правилах. То есть у нас человек, который, ну, называется, да, там, компьютером, который называется там человек-цифра, вот это вот у нас, пожалуйста, представитель ананкастного расстройства, не шизоидного, как некоторые считают, и не тревожного даже, потому что тревожный человек, он старается просто избегать любой ответственности, тоже любых вот ситуаций с этим, а вот именно ананкастного расстройства. Это то, что в некоторых классификациях, опять-таки, называется педантическим типом, в других эпилептоидным типом, ну, таким именно вязким эпилептоидом, да, застревающим, невзрывчатым. Вот. Видео, кстати, об эпилептоидах полное, с нейробиологическими аспектами тоже есть на канале, можете посмотреть, если еще не видели. Итак, представители. Ну, давайте с более популярного, да, современного персонажа Шелдон Купер. Он демонстрирует полный набор рационализации, полный набор расчетливости, пониженной социальной компетентности, ритуалы у него везде, да, вот эти вот необходимые, которые он должен выполнять. Говорят, ну, это спорный вопрос, является, если у него расстройство аутистического спектра, в любом случае эти состояния, ананкастное расстройство, и раз они пересекаются в такой, в области мягких своих проявлений, да,
Поэтому, поскольку это персонаж вымышленный, мы можем вполне ему, то есть, сказать, что он подходит под эту роль. Классический персонаж, который всегда приводит, это такой персонаж фильма Мелвин Юдл, который в фильме «Лучше не бывает». Это такой фильм 90-х годов, да, в котором как раз-таки отображено, как вот такой вот человек, одинокий педант, который вот, опять-таки, у которого очень плохо с социальными связями, потому что все построено на ритуалах, на рационализации, на взвешивании выгоды и затрат, на привычках, вот как он, опять-таки, взаимодействует с окружающим миром. Ну, естественно, для контраста ему там приводят противоположную женщину, которая заставляет его, ну, не то чтобы меняться, но, по крайней мере, захотеть поменяться, да, принимать лекарства и так далее. Лекарства, кстати говоря, антидепрессанты, связанные с обменом серотонина, они вот в этом случае назначаются. Так вот, в чем суть? В том, что действительно ситуация достаточно жизненная показана, потому что действительно люди с ананкасным расстройством личности могут в значительной степени меняться, да, под действием каких-то сильных эмоциональных стимулов. Вот влюбленность является одним из таких вариантов стимула, потому что действительно меняется, в общем, биохимия, да, биохимия мозга меняется, в общем, отношение к жизни, и вот как раз-таки говорят, что люди, которые очень сильно разительно отличаются, вот влюбленный мужчина, да, есть еще такое тоже устоявшееся выражение, то, что он как бы теряет свое рациональное мышление. Вот это как раз пример ананкасного типа, когда он очень сильно отличается в состоянии обычном своем вне отношений, в состоянии такой, скажем, острой влюбленности. Еще один персонаж более современный – это Говард Хьюз или Авиатор. Помните, да, тоже Леонардо Ди Каприо в роли авиатора, кстати говоря, часто он выполняет какие-то вот роли такие, ну, разноплановый на самом деле актер, но вот мне кажется, что это близко к его личному психотипу. Авиатор это реальный персонаж, да, Говард Хьюз, который действительно вот по примеру реального человека и такой основанный на реальных событиях фильм «Авиатор», там действительно пилот, который вот в крайней степени был привержен вот этому вот своему делу, вовлечен в процесс, который вот классический вариант пилота, который перекручивает гайки. Знаете, это как раз про анакастное расстройство, который старается сделать все настолько хорошо, что в итоге срывает постоянно резьбу. Вот. Ну и в общем, все вот эти вот признаки, они действительно характерны для вот всех приведенных персонажей. Я думаю, у вас тоже сложился какой-то, выработался такой образ, да, собирательный. Итак, дальше перейдем к практике, друзья. Рассмотрим клинический случай для того, чтобы понять, как это выглядит в действительности. Вот я, пожалуйста, прошла тест большой пятерки, да, на 300 вопросов, о котором я вам говорила, и вот получила следующие результаты. Смотрите, итак, что мы, ну вот каждый из вас может делать это для себя. Что мы делаем для того, чтобы определить, есть ли у нас склонность к какому-то расстройству личности? Мы проходим опросник и смотрим на превышение результатов. То есть, когда мы говорим о расстройстве личности, ну, это не мы говорим, это, да, исследователи вот так пишут, то имеет место крайняя выраженность по каким-то признакам. То есть вот буквально не то, что там чуть-чуть повышено, а прям вот когда шкала заканчивается, да, вот максимально, то есть выраженность по всем компонентам какого-то признака. И вот что мы видим у меня? В общем, все показатели экстраверсии, добросовестность, доброжелательность, нейротизм находятся на среднем уровне, ну, то есть в среднем по данной шкале, да, там попадают в 30% средний интервал. Вот даже нейротизм тут у меня понижен, вот, но все равно доброжелательность немного повышена, ну, это, надо сказать, соответствует, я думаю, действительности. Еще чуть-чуть бы, да, по некоторым признакам, и там были бы какие-то признаки зависимого расстройства, но, к счастью, вот для того, чтобы этого не переходить эту грань, нужно, друзья, думать тоже о своих интересах. Баланс такой вот поддерживать между общественными и личными интересами. Итак, мы видим, что все, в общем-то, на среднем уровне. Единственное, что у нас выбивается, это открытость опыту. Открытость опыту на высоком уровне, то есть она выходит в последнее, да, 30 процентов, и действительно превышает остальные показатели. Ну, в общем, мы помним, что у нас открытость опыту, она характерна для 3 видов расстройств: шизотипическое,
истероидные и эмоционально неустойчивые. Ну, поскольку показатели нейротизма довольно низкие, да, ближе к низкому результату, чем высокому, то об эмоциональной неустойчивости речь не идет, скорее всего. Показатели, смотрите, вот я выделила тут какие расстройства, да. Итак, открытость опыту. У нас 3, опять-таки, расстройства и высокие показатели. Самые высокие идут по показателям воображения, эстетичности и интеллекта. Ну, интеллектом определяется довольно, конечно, было бы актуальный тест на IQ пройти, да, но там скорее это определяется как ценность интеллекта или интеллектуальная ценность, то есть то, насколько мы любим читать, насколько сложные тексты, насколько мы любим работать, насколько у нас интеллектуальный труд. Ну, то есть это скорее приверженность к интеллектуальному труду. Ну, в общем, ну, тест интеллекта у меня тоже там немного там выше среднего результата, поэтому я думаю, что где-то это близко к действительности, ну, по описанию достаточно похоже. Так, добросовестность. Добросовестность, мы говорим, что это у нас комфортность. Вот добросовестность у нас может соотноситься с таким понятием, как эмоциональный интеллект. Вот часто задают вопрос, потому что это связано как раз с социальным взаимодействием. Посмотрите, вот какие тут составляющие: доверие, моральность, альтруизм, сотрудничество, скромность, сочувствие. Ну, это то, что выделили сюда. Это доброжелательность. Я сейчас говорю про доброжелательность. Похожие переводы, поэтому лучше говорить конформизм, да, в данном случае. Это способность вписываться в какие-то коллективы, находить общий язык с людьми, с новыми, в общем, с близкими, вот, то есть не конфликтовать и вот как-то находить какой-то средний такой знаменатель. Конформизм, одним словом. Вот. И, как мы уже сказали, эти показатели, они тут не превышены выше нормы, но если они высокие, превышаются, да, то это зависимое расстройство. Так, дальше что у нас есть тут пониженная аккуратность, которая входит в добросовестность. И я с этим полностью согласна, потому что действительно у меня нет внутреннего такого стремления к упорядочиванию, да, к порядку, когда я живу, то есть сама для себя, да, в тех областях, которые никто не контролирует, у меня действительно царит беспорядок. Но в то же время это полностью компенсируется такими показателями, как самоэффективность, вот, да, и такой вот добросовестность, в общем-то, в плане ответственности перед другими. Поэтому вот если я кому-то что-то пообещала, то я, скорее всего, все-таки буду делать или придерживаться какого-то порядка. Ну, в общем, вот за пределы нормы это не выходит, но это указывает на что? На то, что этот показатель уже приближает нас как раз-таки склонять в сторону шизотипического расстройства личности. Именно там показатели открытости новому опыту максимальные, а показатели стремление к порядку, они минимальные в организованности. Вот. Так что таким образом, вот видите, я вот обнаружила свою тенденцию, да, скорее всего, ну, с учетом того, что показатели экстраверсии, ну, у меня, скажем так, средний, прям ровненько 50%. То есть нельзя сказать, что являюсь каким-то выраженным экстравертом, чтобы, допустим, иметь стероидное расстройство личности. Но вот, скорее всего, ближе всего это тяготеет как раз к шизотипическому, ну, что довольно, в общем-то, хорошо совпадает с предыдущими знаниями, да, меня о себе, и вы уже, думаю, достаточно хорошо это поняли. Вот, ну, в общем, ничего больше тут такого нету, кроме вот аккуратности, ничего и не выбивается. Еще в показателях нейротизма несдержанность выбивается. Ну да, действительно, что я достаточно привыкла контролировать свои эмоции. Да, это тоже немножко такой признак ананкастии, но в остальном, конечно, ничего подобного у меня не наблюдается. Просто, скажем так, я привыкла контролировать свои эмоции. Это, возможно, связано с тем, что я много попадаю в разные социальные ситуации, была в разных коллективах, ну и вообще врожденное такое свойство, достаточно низкая тревожность, гневливость, поэтому, в общем, это особого труда не доставляет, и это опять-таки нам намекает на вот тот самый уплощенный эффект, да, в общем-то, таким людям им достаточно легко сдерживать свои негативные эмоции, потому что эмоции-то сами развиты не слишком ярко, не слишком сильно. Ну, вот такой вот получился у нас видео, такой вот разбор
Думаю, каждый из вас может это сделать с собой, написать свои результаты. Интересно все-таки, какие, да, какую структуру имеет аудитория канала. Вот. И если вам это для себя интересно, я говорила, что есть более короткий тест на 120 вопросов, если вы менее усидчивы, да. Ну, в общем, интересно, вот, чтобы посмотреть раскладку по всем субшкалам, вот, пройти полный тест. Я вас благодарю за внимание, за терпение, то, что вы досмотрели этот стрим, и приглашаю вас подписываться на канал, если вы здесь первый раз, или посмотреть хотя бы другие видео и решить, будет ли для вас это интересно. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, до следующих видео встреч.